Муцеры, с вами сэр Холмс, приветствую вас. Продолжаю Tamriel Rebuild, Morrowind. Нахожусь я где-то по-прежнему в Южном Антирине, по-прежнему ищу свидетеля нападений на пилигримов на пути Велота. И у меня подозрение, что путь Велота... Нет, знаете, у меня было подозрение, что где-то он здесь живет, но все-таки, черт возьми. Он должен быть на юго-восток от Роадира. Вот этот полуостров, он находится, даже остров, на юге, скорее даже на юго-западе. Вряд ли он там. Значит, продолжу поиски сегодня вот в этом районе. Я не думал, что это будет так сложно. Я, кстати, немного увеличил дальность прорисовки. Этот горный хребет или что это такое, видно чуть получше. Забавный, кстати, островок там, да? Как будто статуя какая-то на нем стоит. Alright, продолжаем поиски. Хотел еще пробежаться здесь, мало ли. Вот в том домике я был. Ну, путь Велота, он же вроде все-таки вот здесь проходит, да? Ну-ка, Каргбульб? Нет, не Каргбульб. Очень жаль. Так, ну и знакомые места. Здесь я уже бывал. Но здесь нужной мне хижины нет. Спрошу-ка еще раз местных про путь Велота. Получу-ка я еще раз благословление. Угу. Кстати, почему-то немного уменьшилось отношение, их ко мне было 60. Ну, может, у меня там был баф какой-то? Да, вроде бы был. На плюс 5 к привлекательности. Ну, что-то нет, они мне опять же не говорят про путь Велота и с чем его едят и куда идти, чтобы в него попасть. Слушайте, да, это проблема, ничего не собирается. У меня было предположение, что, может, это связано с тем, что я побывал на еще не готовых землях, незавершенных. Вот я сейчас уже на завершенных, все равно ничего не собирается. Чинить этот мод. Надо гуглить. Так, ну это я опять куда-то слишком углубился. Но по описанию этого задания его хижина находится прямо на пути Велота. Это же он? Я все еще до конца не уверен. Но дальше идти смысла не имеет, потому что это уже точно земли не готовы еще. Ну, хотя вон там какие-то ребята ходят. Меня вообще почему-то не любит. Но тут очень общие фразы у нее. Yes, sir.
Почи. Балатрен. Ну, по идее, здесь не должно быть еще квестов и тому подобного. А если поймать скелета, какая это получится душа? Так. Увернулся. Он какой-то слабый был скелет. Вообще самый обычный. Да. Самый маленький камень душ влез. Надо, кстати, их... Ладно, потом, когда подвосстановится у меня запас сил, попробую перезарядить что-нибудь. Интересный грот. Какой мрачный. Кстати, это может быть уже темная дыра в Сауди. Ну-ка, попробуем. Что тут у нас в этой темной дыре есть? Тут, вероятно, не обойдется без плавания. Пока левитация действует. Тут ничего похоже такого. Крысятина. Очень странная крысятина. Так, окей, мне надо выложить снарягу. Готово. Представим, что я взял одно зелье здоровья, один свиток призыва Дейдрота, одну вот эту поюзанную отмычку, один вот этот поюзанный щуп. А всего остального вот этого как бы нет. Ну давайте еще щит выложу, чтобы не было соблазна, либо чтобы его механически не использовал. Этого всего остального нет. И поплыли, да, я бахнул зелье света, которое сварил недавно. Тут нормально, тут прям вообще все видно. Прям совсем все видно. Это зелье просто оверкилл. Интересное место, я надеюсь, оно проработанное. Органианин стоит какой-то. Здрасте. Че это мы тут стоим? Там, где тонут звезды, какое красивое имя. Я живу в этой пещере, я рыбачу и никого не трогаю. Я теперь свободен. Да, это хорошая жизнь. Я там, где тонут звезды, свободный органианин, это мой дом. Ну, главное, чтобы тебе самому было хорошо. Я надеюсь, ты не обманываешь сам себя.
принципе, мы, аргоняне, народ неприхотливый. Нам многого для счастья-то не надо. Что покушать у него? Есть где поспать, есть. Забавное место. По камням тут прыгать приходится. Но мне кажется, тут можно полетать немного. Все-таки с этим Моровиндом убедился действительно, что левитация здесь must have. Самая левитация требовательная игра из всех игр. Так, эту часть пещеры я исследовал. Так-то вроде бы она на границе готовых земель находится. Но как-то тут пустынненько пока, откровенно говоря. Мой скарб. Там ничего, вот осталась эта пещера. Что? Так, глотну-ка воздуха. Чёртова рыба. Ничего. Ну, действительно похоже на недоработанную просто локацию. Локация есть, но ничего в нее еще не добавили, ничем не наполнили. Похоже. Так, вроде бы все надел. Ладно, дальше на поиски этой хижины. Прокрасться. Distant Land я вернул на... по умолчанию 20. Не знаю, в чем он там измеряется, наверное, в клетках каких-то. На этой горе я уже бывал. Я практически уже в тупике. Идей особо больше нет, куда мне идти, чтобы найти эту хижину. Ну, давайте осмотримся еще. Она прямо на пути Велота. Ну, в принципе, вот это вот пространство передо мной еще особо не исследовано. Вон там есть какая-то хижина. Похоже, на этой горе действительно не бывал еще все-таки. Да, перепутал с другой горой. То, где я сейчас лажу, это не похоже на путь Велота. О! Собрал 2 штуки, отлично. Все-таки не сломана эта механика. Шнель Малексия ли там виднеется, а?
Вполне возможно. Но вот этот город, он точно еще не готов. Ладно. Полюбовались красотами и хватит. Надо продумать дальнейший путь. Вот, я полагаю, спущусь здесь. Тут никаких домов. Не будь у меня прокачана акробатика. Никаких домов тут вроде как нет. Но я все равно тут пошастаю. Не хотелось бы упустить его. Дом этот. О, коммунику собрал. Там я был. Хорошо. Теперь в эту сторону. Больше коммуники мне не нужно. Как бульба, в принципе, тоже. Ага, вот там я был, в этой гробнице маленькой. Действие зелья кончилось. Ну, это практически юго-восток. Юго-восток-восток, я бы сказал. О! По-моему, он. Я все еще не запомнил его имя, но, по-моему, это он. Похоже, это успешный охотник. Да, извини, я тут немного... я понял, что это за штуки. Это у велков есть такие вот мешки, в которых скапливается нектар. Их можно вырезать. Я тебя не знаю, что ты хочешь. Я хочу известия про Нирмени Енес. Да, я все это видел. Женщина в робе. Я думаю, что она маг или что-то вроде этого. Я проспрашивал некоторых местных храмовников. Она просила некоторых храмовников дать ей золото в обмен на направление. Спасибо, Альмалексия. Она... выглядела... well-off, не знаю. Может, она была добра в этот день, типа, в хорошем настроении. Иначе вещи могли бы повернуться в кровавый путь. И довольно быстро. Я был на запад отсюда. Вот все, что я могу тебе сказать. Если ты собираешься идти в Альмастир, я предлагаю взять лодку или Силдстрайдер, чтобы избежать дорог. Угу. На запад отсюда. Хорошо, на запад так на запад. Ну, прямо по дороге. Вон кто-то стоит уже. Это она, по-любому. Наконец-то я тебя нашел. Здравствуй, Паргонянин. Меня зовут Нирмени Енет. Ты выглядишь потерявшимся. Возможно, я могу тебе помочь?
Я всего лишь обычный спелсворд, который выискивает пилигримов, попавших в беду, которым нужно помочь. Все может стать... Ну, это может опасно, когда ты ходишь через всякие разные такие места. Даже торговцы порой теряются на этих дорогах. Вот что тебе скажу. Возможно, тебе пригодится кое-какой гид. Как насчет 150 золотых? А что насчет... Я получу свою награду взамен этого? Ты действительно считаешь себя способным на такие геройства? Надеюсь, твои любимые не пропустят твои похороны. Тебя хватило на 2 удара. Третий даже не прошел по тебе. У него, кстати, доспехи были под робой. Стальная катана, смотри. Готово! Ну все, сейчас к Гетману вернуться. К любому, наверное, можно. А может быть... Знаете-ка что? Я не буду идти к Гетману местных земель. Я пойду в Дандрил. Ну, возможно, в Хуле тоже есть Гетман, который тоже этот квест примет у меня. Вот, я зайду в Руадир. Расспрошу, что там случилось с рабом в итоге. Наказали его, не наказали. И потом двинусь на север. Наконец-то я 3 серии искал эту разбойницу. Так, что у нас тут? Лодочница, похоже. Так, что у нас здесь? Стеклянный холл какой-то. Ну, пойдем. Что за стеклянный холл? Интересненько. Балавен. Ты меня отпустишь? Как я тебя отпущу? Нет, побегай с крепости Дарил. Она, видимо, как бы писец. Призыв к оружию. Хлалу заплатят. Наши древние права из рук Хлалу жадных. Наши территории аннексировали. Бла-бла-бла. Понятно. Самовар. Пропаганда Индарила, это мы читали еще года 2-3 назад. Здесь закрыто. Хорошо, ладно, подожди, а что там? Лава? Это у вас типа баня, что ли, или чего? Ну, местная сауна такая, знаете, специфическая, данмирская, индарильская. Ну так-то, черт возьми. Красивое место, красивейшее, я бы даже сказал, да? Индарил, с точки зрения обычного человека, все-таки могут в лучшую архитектуру. Самая красивая она у них. Вот тут сады какие у них. Вот FPS сейчас проседает чутка, но... Даже если уменьшать дальность прорисовки, это не сильно спасает ситуацию. Да еще вот в этом здании не был. Это, наверное, резиденция Индарил Ильви. Ильви Индарила.
Нет, все-таки с парадного входа зайду. Архитектура и красивая, и сложна, а то у них... Ой, черт! Стеклянные ботинки, какие-то GDN, ниф, текстура не найдена. Кристальное лезвие, сияние. Воу, воу, воу. Что-то в этом месте лежит забагованное. О, красиво. Все-таки с заклинанием кошачьего глаза и подобным это все выглядит красивее. Вообще все. Просто цвета более насыщенные становятся. Гилсы. Ты кто? Конкордат, министр Великого дома Индарил. Чё расскажешь, может, интересного? Слухи, советы, секреты. Торговца Хлалу нашли мертвым в Альмастире, это я слышал. Держись подальше от дедальских рынок, таких как Хадрумнибиби, а там был, на северо-запад. Они часто населены всякими там криминальными элементами, короче, злостными ребятами. Озеро Андарам на юг, я там был. Вот, недавно ходил там прям. Так, это я все слышал уже. Три сонета. Кристалл. Скальный кристалл какой-то или каменный кристалл. Обширные поселения. Биография Борензии. У меня, в принципе, есть урок Вивека, чтобы почитать. Первый. Я думаю, этим сегодня и займемся. Когда ядра, что-то интересного у вас может быть. По-моему, что-то было дорогое. Песня Пелена, или смотри. Это то, что я хотел бы почитать, но пока первого тома я не видал. Здрасте. Я обычнер. Слухи. Все закрыто. Обычно самая знать сидит на самых верхах. Ну или не сидит, а ходит, уткнувшись куда-нибудь. О, святилище святого Неревара, давай, конечно. Это типа зеркало. Ничего себе, кольцо. Я не думал, что оно такое огромное. Мистицизм. My time is precious, so make it quick. Зачем ты нарушаешь наш покой? Тут жена Эндрила Ильви. Он находится в холле воинов, или зале воинов. Окей. Все то же самое. Закон и воля.
Книга дорогая, но ничего не обучает, тем не менее. Так, еще раз, что это? Statesman's Hall. Spire. Это зал бесед, что ли, как это можно назвать? Страж Эндарил, террасы тут. Жучий мускус. Ага, тут я бывал. Да, обширно тут у вас, обширно. Редгарды? So, where are you from? Короче, Данмеры держат в рабстве. Ну, всех, кроме имперцев, нордов, я не видел еще рабов. Раба Данмера встречал, да, помню квест. So, where are you from? Имперцев они не берут в рабство, наверное, из политических соображений. Ну, какая My вуаль. time is precious, so make it quick. Интересно. Дарил Берот. Член совета старейшин. Но, тем не менее. Какой-то уникальной реплики она не сообщает мне. Это, кстати, не из Эндарил, но выглядит тоже презентабельно. Она входит в дом, но не входит в семейство. Эксклюзивно зелье с проявления параличу. Ничего себе, я таких не видел. Зал клерков. My time is precious, so make it quick. Пойдем. Коммуника тут у них растет прям. Клеркские процедуры какие-то. Официальные бумаженцы, да? My time is Крафт, precious, so крафтсмены. make it quick. Клерки, окей. Outlander, I haven't much time. Я думаю, что сам Эндарил Ильви My может time мне is дать precious, какое-то so задание. make it quick. О, I must be going, so if you could make it quick. а может быть тут я смогу I поторговать с must be кем-нибудь? going, Или... so if you could make it quick. О, первый встреченный мною Quickly, Outlander, I haven't much time. раб-бретонец. Вот, кузнец, да? О, сколько мы всего можем, но... Да, только для дома Эндарил. Вступить-то можно в него My как-нибудь? time is precious, so make it quick. Ну, я бы такой, что не прочь. My Пожалуй, time is чем бы precious, нет. so make it quick. Quickly, Outlander, I haven't much time. My time is precious, so make it quick. Yes. Да, как-то много народу-то. Зал слуг. Может, через него я попаду в зал воинов? Как тут все запутано-то? Outlander, what do you want? Не, ну это кишка, закуток. Так.
А, черт. Ну, получается, я... Ух ты. Замок с этого уровня. Я вот, вот здесь я не был, получается. Но тут ничего и нет. Там я был. Так. Тут я был, ходил туда. И здесь я был. Ну, что-то я не знаю, запутался. Ну, может, мне не особо это и надо-то, в конце концов. Сколько можно уже? Надоело мне тут ходить туда-сюда. Ай, черт с ним. Так. Ух. Крутые ступени какие-нибудь. Включу свет и пойду в доки. Ну, не знаю. А, вот зал воинов. Дарил Галвор. Ну, красивые, конечно. Броня тут у вас. Политическая карта Антирина. Ну, тут, кстати, такие вот. Все, карты. Много очень модовой литературы тут лежит. А вот и он. Великий Ндарил Ильви. У меня нет для тебя ни одного слова, проклятые драконье отродье. Возвращайся на запад, откуда ты пришел, или где там твои люди живут. Ух, как грубо. Не ожидал я такого. Может, ты что скажешь? Нет, тоже он. Неприветлив ко мне. Окей, ладно. Мое дело было проверить, только нет ли у вас поручений каких-то. Это выход на террасу, да? В иное время суток тут бы было красиво. Опять же можно подняться, но это что-то вроде казарм, да? Тут, кстати, может найтись что-нибудь интересное. Но нет. Военная литература в том числе, кстати. Это местная броня. А, она, кстати, легкая. Такой шлем, кстати, мне бы подошел, наверное. У него всего 8 рейтинг брони, это аж 23. Ну, не знаю. С другой стороны, у моей вот перчатки тоже неплохой рейтинг брони, как ни странно. Ну, хотя по сравнению с браслетом стеклянным, конечно, отстойный. Но зато укрепление ловкости аж на 5, аж постоянным эффектом. Ну, а тут перчаток и браслетов нет. Пожалуй, даже к счастью, что не соблазнялся. Закрыто. Это спальни, видимо, офицеров. Легенда плача любовников. Это, видимо, какая-то ванильная литература.
Так, ну все. На этом можно сказать, что Раадир исследован по большей части своей. Annoying outlander. То, что мне никакого квеста не выдал Лорд, мне удивляться не стоит, потому что мне Is there задание something выдал I его can do Стюарт. for you, Outlander? Выдала. Для тебя у меня всегда есть время, Холмскарт. Спасибо, говорю я. Может продать ей этот шлем? Да, она всего за 500 монет его берет. Но хотя, вот вдруг они опять на меня нападут. Это может считаться нелегальным, опять же, товаром. Шлем, как бы, этого ординатора, да? Ну, не, нормально. Так, что там? Еще не вернулся парень. Надо дождаться, видимо, рассвета. Или, может быть, надо поговорить с... Outlander, what? Стюартом. Может быть, у нее какие-то есть. Хотя вряд ли. Но... You will address me with Можно. respect. Вот, меня не любит, кстати. Можно спросить, что случится с Тален Эй? Дарил Ильви, разрешил им замолить свои грехи, следуя примеру святого Аралора. Тален Эй уже отослали из Руадира, чтобы он совершил паломничество на коленопреклонение в святилище Сарентул. Теперь что-нибудь еще, возможно, хочешь обсудить? Сарентул — это башня Велоти, расположенная на запад от Старого Эбенгарда, на восток, то есть. А, я там, по-моему, бывал. Храм приглядывает за больными и... Хорошо, понятно. Вот наверняка есть другой вариант развития событий, если сразу доложить ей. А не Is there ей. something I can do for you, Outlander? А, ты выяснил, что Индарил Ильви отослал Талинейн туда-то, туда-то? О. Я рада это слышать. Спасибо, что проинформировал, Холмс. Ну вот теперь этот квест можно считать до конца завершенным. И я думаю, можем на этом и закруглиться, в принципе. Ну и Outlander, what do you want? напоследок в конечных заставках или в подсказке оставлю на уроке Вивека. Сейчас зачитаем это все с вами вместе. Первый урок. Да, друзья, лайки, подписки. На этом все. С вами был Сэр Холмс. Спасибо за ваше внимание и пока-пока. Ну, а тут, оказывается, даже если сразу на него донести, в принципе, наказание не меняется. То же самое остается. Ну и немножко меняется реплика у квестодательницы. Она говорит, у меня тут длинная память, я все помню, не думай, что я забыла, что ты натворил. Но, тем не менее, спасибо за инфу. Ну вот, как-то так.